Происхождение. Варги. Берсерки. Культисты. Что Один хочет? Культ волка. Мифология. Вальхейм. Всем привет, дамы и господа. Те, кто следят за моим каналом, знают, что обновление Культ Волка уже вышел на тестовый сервер Вальхейм, где в ограниченном доступе с ним уже могут познакомиться игроки. И я не исключение. Я делал ролик уже по этому поводу, оттуда мы узнали о новых пещерах и новых ее обитателей. Культистов и ульвов. И пока мы все ждем официального обновления, сегодня я расскажу вам происхождение Культ Волка в игровой вселенной Вальхейм. Расскажу, к каким мифам относятся фигуры данного обновления. Мы выясним, кто такие культисты и почему они ходят на двух ногах и извергают пламя из рук. Вы узнаете, чем отличаются ульвы в пещерах от их собратьев фенриров в горах. В общем, познакомлю вас с волчьей скандинавской мифологией. А в конце ролика я расскажу пару интересных фактов о скандинавской мифологии Культ Волка. Так что можешь прямо сейчас прожимать лайк и усаживаться поудобней и наслаждаться. Кстати, давайте, если ролик вам понравится, мы добьем 4К викингов на канале. Я знаю, что очень много людей смотрят меня без подписки, так что я думаю, мы точно справимся. Тем более так вы меня точно не потеряете. К сожалению, разработчики Iron Gate предоставляют мало информации о наполнении сюжетной и исторической составляющей игры, и приходится все додумывать самому, основываясь на существующей мифологии. И причем это слова самих разработчиков. Я написал Монтелье с этим вопросом. Это человек, который занимается наполнением сюжета и лора в игре. Он мне так и сказал: вся информация, которой мы обладаем, это вот те самые рунные камни. Мол, остальные сценарные дыры вы заполняете сами. И да, он сказал, что действительно многие персонажи в игре, события и даже босс вдохновлены скандинавской мифологией. В процессе переговоров я надеялся на хоть какую-то инсайт-инфу для этого ролика. Монти помогает мне хотя бы с подтверждением той или иной догадки, поэтому сейчас я вам поведаю самые страшные и интересные тайны и факты касательно обновления Культ Волка и его значимость для скандинавской культуры. Всем приятного просмотра. Дисклеймер. История происхождения Культа Волка была додумана лично автором, опираясь на литературные источники. Официальные источники в игре в виде каменных рун и заявлений разработчиков. Исторические пояснения по поводу разных событий или персонажей взяты также из различных литературных и исторических источников. Предлагаю начать с того, что мы с вами вспомним, что у Вальхейм есть сюжет. О нем подробно я рассказываю в своем первом видео, посвященному мифологии Вальхейм. Так что советую сначала посмотреть его, а потом уже это видео. По сюжету мы находимся в 10-м скандинавском мире под названием Вальхейм. Сюда Один отправил нас сражаться с силами зла, дабы доказать ему нашу силу и то, что мы достойны сражаться под его эгидой. Об этом, кстати, нам гласят рунные камни. Мы – руки Одина, как начертано на камне, и наша ценность – исполнять его волю. То, что это полноценный скандинавский мир, доказывает и то, что его соединяет дерево Игдрасиль, а значит, этот мир соединен с другими 9 мирами. Отсюда и появление Иктюра, и наличие Тора в небе, морских змеев, ну и, собственно, Культ Волка. Казалось бы, это должен быть новый мир со своей природой, культурой и историей. Оно почти так и есть. Этот мир очень старый, и когда-то здесь была жизнь и своя культура. Пережитками остаются лишь фулинги, которые селятся на равнинах, образовывая целые деревни. Наличие пепельных полей Дальнего Севера говорит нам о том, что Вальхейм — это будто свалка каких-то частей из других миров. Пепельные поля — это Муспельхейм, Дальний Север — это Нифельхейм, здесь летает Тор, в лесах ходят лесные тролли. Нет, я не говорю, что Дальний Север — это тот самый мир, Нифельхейм. Нет, я говорю, что эта часть его очень напоминающая и отсылающая к нему. Но тем не менее, Вальхейм — это поистине индивидуальный мир со своей историей. Такую же историю нам рассказывает рунный камень после появления ледяных пещер в биоме гора. Он гласит: в Вальхейме есть друзья, но ты должен их искать среди своих врагов. Старые друзья, родственники огня, певцы луны. Веками они охотились бок о бок с вами. Теперь вы должны напомнить им о старом коварстве между вашими народами и их народами. Плод их наслаждения, и она должна быть вашим подношением. Сюжет. Когда-то давно люди в Вальхейм жили спокойно, охотились вместе со своими братьями и верными спутниками, волками, которых они приручали. Рыбачили, строили дома,
Устраивали празднования и обряды, чтобы порадовать богов. Но не все хотели радовать только их. Кто-то хотел боготворить совсем другое существо. Так постепенно шаманы деревней призывали жителей поклоняться великому волку Фенрису, сыну Локи и его жены Ангарбоды, который вырос среди асов в огромное могущественное существо, способное проглотить солнце и луну. Не все разделяли мнение шаманов, и их изгнали в горы. И они ушли. Ушли и те, кто поддерживал их стремления, и окрестили тех предателями, изгоями, варгами. И ушли они без страха, с твердой верой в свою правоту. Это были в основном охотники. Надеты на них были белые головы волков, поверженные в битве. В горах было опасно и холодно, поэтому единомышленники ушли в пещеры и основали там культ волка. Они поклонялись новому божеству, волку Фенрису. Устраивали шаманские обряды и практиковали черную магию, дабы доказать жителям, что их вера также сильна. Шаманы практиковались с обрядами и магией весь день, а охотники ходили в гору за добычей. А вечером они делали подношения в виде волчьей плоти и волчьей шкуры. Их вера становилась все сильнее, а магия все чернее. И вот в один из обрядов жертвоприношения единомышленники одели волчьи шкуры на себя и, не снимая их, легли спать. На утро культ видоизменился. Надетые шкуры нельзя было больше снять. Они были похожи на зверей. Ярость, голод и жажда крови опьянила их. И они помчались из пещер проливать кровь в ближайшую деревню, откуда их и изгнали. Это последнее, что они помнили в тусклеющем разуме оборотней. Жажда слепой мести из-за непонимания их веры. Они потеряли рассудок. Все, кроме шаманов, которые смогли сохранить рассудок и понять, что они натворили. Вышли они с пещер посмотреть, где их собратья. Полная луна висела над горой. У подножья гор с деревень доносились молящие крики. Наутро пришли ульвы. Шкура, волосы, шерсть падали с них, будто им и не принадлежит. Собратья приняли человеческий вид и осознали, что натворили. Страх и ненависть к себе охватило их. «Шкуры нужно сжечь», — предложил шаман, который так и не смог сбросить с себя шкуру. Все проголосовали «за». Шаманы вновь обратились к черной магии, дабы обрести силу огня. Очередной обряд, очередное жертвоприношение. Культисты начали проглатывать огонь, что был на жертвенном алтаре, и извергать языки пламени из пасти и из рук в попытках уничтожить волчий покров. Шкуры были целы одна за одной. Тогда все осознали, что они прокляты навеки вечные. Тогда культ волка принял решение заточить себя в этих пещерах и не выходить ночью, дабы не проливать невинную кровь. Более сильные из них, кто мог хоть как-то сдерживать себя, ходили на охоту в горы, не спускаясь к мирным деревням. Культистов охраняли ульвы, озверевшие берсерги, обладающие нечеловеческой силой и яростью, подчиненные культистам. И с тех пор культ волка существует и по сей день. Они приспособились к жизни зверей, людей в волчьей шкуре. Днем они живут в горах, едят за одним столом, разговаривают, травят байки, поклоняются волчьей сути Фенрису. А ночью редкие из них выходят на охоту в горы. Часто можно услышать протяжный вой в горах. Это оборотни, призывает к себе волков в подчинение. Культисты ждут и верят, что рано или поздно пророчество сбудется, и Фенрис проглотит солнце и луну. И тогда это проклятие закончится, и культ волка вновь обретет человеческий облик. Жители деревни теперь с опаской ходят в горные массивы, ведь там обитает культ волка, старые друзья, родственники огня, певцы луны. Они одновременно и враги, и старые друзья. Некоторые осмеливаются даже пойти на договор с культом. Эти люди нанимают берсерков для своих корыстных целей, для человеческих войн. Прошли годы, столетия. Культ волка до сих пор существует и живет в ледяных пещерах 10-го скандинавского мира Вальхейм. Я рассказал вам историю возникновения культа волка во вселенной Вальхейм. Ну как, вам понравилось? Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Что вы узнали нового или хотите покритиковать? Да welcome. Мне правда очень будет интересно обсудить все это. Я упомянул об этом в начале, но скажу и здесь. Я думаю, вы поняли, что я лишь заполнил пробелы в истории на основании той информации, которую мне предоставляет игра, и то, что я смог найти в сказаниях и исторической литературе. Интересные факты. А сейчас, дабы разбавить контент и пояснить некоторые моменты, интересные факты или забавные факты. Ну, в общем, интересные факты о мифологии культ волка.
Факт номер 1. Оборотни в обновлении и правда превращаются в людей к утру. Об этом нам говорят предметы мебели в пещерах. Там есть большой круглый стол, стулья, железная дверь, предметы культа, где возлагаются клыки, связанная шерсть оборотня, которая висит в комнатах. Значит, кто-то связал эту шерсть, кто-то построил столы и стулья и целую железную дверь. Ну а фраза на рунном камне «Ищи друзей среди своих врагов» говорит нам, что бывшие друзья, которые, так сказать, проклятые меткой оборотня, или даже нынешние, днем друг, а ночью кровожадный зверь. Так что это все нас отсылает к тому, что это все-таки люди, которые превращаются в настоящих оборотней. Факт номер 2. Вообще в мифологии процесс оборотничества подразумевал буквальное надевание шкуры зверя. Причем название оборотень также применим, если субъект превращается в сову, козла или медведя, то есть в любого другого животного. Данное явление упоминается в саге о Волсунгах. Выдержка из сюжета. Сигмунд с сыном залезли в шкуры, а вылезти не могли. И остались при них волчья природа, и заговорили по-волчьи. Оба изменили говор. И пустились они по лесам, и каждый пошел своей дорогой. И шкура, а точнее свисающая шерсть в пещерах может намекать нам на то, что именно одевая ее, те же ульвы и становятся этими животными, которых мы встречаем в пещерах. Оборотень – это мифическое существо, способное менять свой облик и наделенное сверхчеловеческими способностями. Как правило, в европейском фольклоре вид оборотня представляется в виде волкообразного облика. Для европейской культуры это вервольф, а для славянской – волколак. Так что по сути это одно и то же, просто разные названия в разных культурах. Варги – это не только огромные волки, но и обычные люди, разбойники. Варги в скандинавской мифологии являются огромными волками. Так именуют Фенрира и двоих его сыновей – Сколя и Хати. Джон Толкин включил варгов в свой легендариум, использовав древнеанглийскую форму слова «варг», в котором варги представлены как огромные волкоподобные существа, обитающие в безлюдных землях долины реки Андуин и в глухомании. Также в большинстве контекстов варгами называли обычных преступников, людей, которых за преступление отправляли в изгнание. В сериале «Викинг» таким образом изгнали Белоголового и его преемников. Их заклеймили, и с тех пор они в статусе варга – изгнанник. Факт номер 5. В рунном камне, который мы уже затрагивали, говорится «плоть их наслаждения», и она должна быть вашим подношением. В мифологии также упоминается получение возможности превращаться в оборотня, если сделать соответствующее подношение и повторить обряд. И игра нас отсылает к этому, к тому, что мы можем вступить в ряды оборотней. Но в игре это реализовано не будет, к сожалению, но сама идея интересная. И последний факт на сегодня. Обратите внимание на этот рунный камень. На нем сбывается пророчество, где Фенрис пожирает луну. Видимо, солнце он уже съел. В нижней правой части человек уже с факелом, так как темно, луны и солнца ведь больше нету. Ну, или это имеется в виду то, что в пещерах темно. В левой части чел с РПГ пытается убить волка. Ладно, это копье. Снизу чел уже просто склоняется от безысходности, а в верхней части приспешники Фенриса, тот самый культ, те самые ульвы и оборотни. На этом ролик подошел к концу. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось. Я очень старался и относился с душой к созданию ролика. Так что я очень сильно надеюсь на вашу поддержку. Ставьте лайк и пишите любой комментарий, а также можете поделиться этим видео с друзьями. Все это очень сильно помогает продвигать видео и канал. Спасибо вам заранее за поддержку. Кстати, это видео будет с английскими субтитрами. И Смифи, один из разработчиков, с которым мы общались, сказал, что запостит видос на официальном канале на Reddit. Если, грубо говоря, все это согласуют. Так что напишите какой-нибудь комментарий под ролик для наших скандинаво-шведских собратьев, которые, я думаю, придут посмотреть этот ролик. Не забывайте подписываться на Twitch канал, большинство стримов проходит именно там. У нас есть группа ВК и Discord канал. Видео, анонсы, мемы, фото, нюцы и в общем все вы найдете именно там. На этом у меня все. Всем добрейшего FPS и пока.